Был обычный тихий вечер и ничего не говорило о том, что именно совсем скоро в нашем доме станет на одного питомца больше. После ужина мы с мужем уложили детей спать, а сами, взяв собаку, отправились на прогулку. Обычно я гуляю с собакой сама, но был вечер пятницы, на улицах в это время много пьяных, поэтому супруг решил прогуляться со мной. В Джессикой я гуляю трижды в день, мы часто выходим на прогулку к полю, где она может вдоволь набегаться без поводка. За день мы с собакой проходим почти по 10 километров, собаке это дает ощущение свободы, а мне позволяет отвлечься от домашних дел. Для моего мужа такие длительные прогулки непривычны, поэтому во время прогулки мы сделали паузу, чтобы супруг мог посидеть на скамейке у подъезда, пока собака начала бегать вдоль озера. Неожиданно рядом послышалось мяуканье. Звук был таким, словно плакало совсем маленькое животное. Писк мы слушали минут 20, после чего супруг не выдержал и пошел искать того, кто так жалобно плакал. Я пыталась убедить себя и супруга, что писк раздается на одном из балконов, а возможно, малыш просто застрял на ветке дерева и вскоре справится со своей проблемой и без нас. Муж осмотрел все вокруг, включая деревья, но котенка нигде не было видно, а мяуканье становилось все более хриплым, наверное, малыш совсем сорвала голос. Мы начали подзывать Джесси, но она не прибежала. Для нашей собаки такое поведение совсем не свойственно, обычно она приходит по первому зову, но тут продолжала игнорировать даже наш крик. Джесси мы увидели, когда она уже вышла из камышей, неся что-то в зубах. Когда мы скомандовали собаке плюнуть, это наша команда, которая ей хорошо знакома, она опустила на землю что-то, чтобы очень напоминало не то котенка, не то крысу. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это все же котенок, хотя весил он от силы грамм 100. Едва рука моего мужа оказалась рядом с малышом, он тут же начал лезть по ней вверх. В этот момент я поняла, что этот котенок станет нашим новым питомцем, ведь бросить его на улице, голодного и беспомощного мы не могли. Определить, будет у нас кот или кошка, мы не смогли, слишком животное еще мало. Дети были счастливы новому пополнению в семье, ведь они очень любят котов, а все заботы, связанные с малышом, взяла на себя я. Возможно, мы и не собирались обзаводиться еще одним питомцем, но и пройти мимо крохи, попавшего в беду, было невозможно. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.